Да, знаем, испытывали. Каждый же сваливался раз 30, 100, кто-то 1000 раз уже падает. И до сих пор народ продолжает падать, сваливаться, срываться в штопор и так далее. Притом в самый неудобный момент, в самый неподходящий, в самый ответственный. И сегодняшнее видео ставит своей целью разъяснить некоторые вопросы, дабы в следующий раз проблему сваливания можно было избежать. Зачастую получается так, что новичок не знает какой-либо информации, а более опытный человек ее знает, но игнорирует, потому что воспринимает слишком поверхностно. И авиационная скорость как раз и есть один из типов таковой информации. Я думаю, многие знают, что случится с самолетом, если он вообразит, будто бы он вертолет, и попробует зависнуть в воздухе. А случится следующее: крылья перестанут его держать, он провалится вниз и начнет потихонечку падать. Таким образом, условием для стабильного полета является скорость. И я думаю, вы уже догадались, что если скорость самолета недостаточная, то он начинает лететь нестабильно, начинает сваливаться и так далее. То есть мы получаем самую настоящую проблему. Для того, чтобы ввести приблизительное понятие скоростных режимов и границ, я подготовил вот такой простенький градиент, и давайте начнем разбор снизу. Но, однако, не с красной зоны, а перейдем сразу к оранжевой. Оранжевая зона у нас обозначится скоростями от 200 км в час и выше. Я думаю, вы уже догадались, что речь идет о посадке, о взлете. Именно 200 км в час зачастую является посадочным и взлетным режимом, когда самолет уже держится за воздух, но его маневренность она минимальная. На сигналы самолет откликается очень неохотно, весьма склонен к тому, чтобы свалиться, однако все же продолжает выполнять свою задачу, выдерживает курс и вообще умничка. И таковым образом становится понятно, что в красную зону соваться не нужно вообще. А вот желтая зона — это уже скорости от 300 км в час и выше, то бишь самая настоящая скорость бипланов. Если вы все еще склонны к тому, чтобы испытывать самолеты в пробном вылете, то обратите внимание, что многие модели истребителей на скорости в 300 км в час вполне себе могут замутить мертвую петлю. А это значит, что у них хватит сил и на Эмельман, и тем более на сплит. То бишь на самые настоящие и полноценные вертикальные маневры. А раз уж так, то и о горизонтальных маневрах говорить вообще не приходится. Все, что остается нам с вами делать, так это следить за скоростью. И о том, как правильно это делать, точнее, как делать это корректно, мы поговорим в следующем разделе. Следующую ситуацию нам продемонстрирует самолет Ла-9, который поднимается и почти уже преодолел кромку облаков. Скорость полета составляет 490 км в час, но здесь есть одна важная деталь. Стрелка спидометра в левой части панели не доходит и до 400, а показывает чуть больше 350. Такое расхождение в показателях происходит из-за высоты, на которой происходит полет, более 5 километров. И чем далее будет возрастать высота полета, тем больше будут расхождения в показателях спидометра и игровом индикаторе СПД. Дело в том, что индикатор скорости СПД отражает истинную скорость полета, иначе говоря, скорость навигационную, в то время как спидометр самолета опирается чисто на технические показания и говорит, с какой скоростью воздушная масса обтекает самолет. На высотах менее 2 километров показатели будут не столь сильно расходиться, и как видно сейчас, показания индикатора СПД и спидометра практически совпали. Разумеется, подобное физическое явление было известно и авиаконструкторам, и пилотам, и навигаторам. Поэтому с развитием воздушной техники, когда стали усложняться как конструкционные особенности, так и приборы, в эксплуатацию стали входить новые индикаторы более сложного типа. И на примере советского самолета МиГ-9 мы видим, что спидометр имеет уже две стрелки. Широкая стрелка демонстрирует скорость, с которой самолет прорезает воздушное пространство, а узкая стрелка является показателем навигационной скорости.
по узкой стрелке рассчитывается, например, параметры полета, если самолет летит, скажем, из Уфы в Саратов. Но поскольку в игре навигация максимально упрощена и сведена к минимуму за размерами карт, можно прийти к выводу, что параметр СПД нам не нужен вовсе, так как он вводит в заблуждение. К счастью, разработчики предусмотрели этот момент и дали игрокам возможность заменить показатель СПД на дублер показателя прибора, который называется IAS, который традиционно рекомендуется включить всем. Кое-что приходящее, а кое-что вечное. Не секрет, что от патча к патчу поведение самолетов меняются их летно-технические характеристики, а также склонность к сваливаниям. Тем не менее, всегда и везде есть часть игроков, которая ищет причину, в первую очередь в себе и в своих настройках. Они заходят и перезаходят в опции в поисках той заветной кнопочки, которая заставит их самолет лететь стабильнее. В этом разделе я постараюсь дать пару подсказок по уже существующим настройкам управления, в первую очередь для тех, кто склонен к выворачиванию ручки джойстика с корнем. Речь, конечно же, пойдет о настройке оси тангажа. Я хочу напомнить, что перед тем, как что-либо менять в своих настройках, сохраните уже существующее решение в отдельный файл. Итак, в настройках любой оси существует как минимум две опции, которые могут влиять на то, что самолет будет сваливаться при чрезмерном перетягивании ручки. Обратите внимание вот на эту полоску. Красным маркером будет обозначена позиция джойстика, а зеленым цветом будет отображена виртуальная ось, то есть положение виртуального рычага управления самолетом. В первую очередь я хочу обратить ваше внимание на нелинейность, которая изменяет характер отклика игры на отклонение ручки в околонулевой зоне и в максимальной зоне. Если значение нелинейности слишком высокое, то самолет может получать команду на максимальное отклонение слишком быстро. Тогда нелинейность рекомендуется уменьшить. Множитель работает как мертвая зона с обратного конца. Если его урезать, то получится, что виртуальная ось тоже урежется, и даже если вы отклоняете ручку джойстика целиком, рычаг управления самолетом за ним не поспеет. И напротив. У джойстика останется свободный ход, в то время как рычаг виртуального самолета будет полностью отклонен. Вы можете искусственно урезать себе ось тангажа, выставив множитель на значение 0,85 или около того. Что-то плохое не всегда наступает внезапно. Например, белые воздушные полосы, которые срываются с крыльев самолета, так называемые срывы потока, сигнализируют о том, что самолет вошел в занос, о том, что он выполняет слишком резкий маневр, и его крылья оказывают активное лобовое сопротивление. Рекомендуется ослабить воздействие на джойстик, чтобы самолет смог восстановить некоторую часть своей скорости. Вы же помните, что скорости важны, да? Второй момент, который нужно упомянуть, это тяга двигателя. Сам по себе самолет — это отличный планер, но он оснащен мотором, мощность которого зачастую превышает 1000 лошадиных сил. И на плотных виражах такая дополнительная тянущая тяга самолету не нужна, потому что вектор его скорости и вектор тяги все равно не совпадают. Повышенная тяга на маневрах может сыграть плохую шутку и выбросить самолет из колеи. Если у вас складывается затяжной и плотный маневренный бой, рекомендуется ослабить тягу мотора где-то до 70%. Тогда самолет будет скользить по своей лыжне естественнее. И не могу еще раз не вернуться к срывам потоков, которые являются уж очень удобным индикатором того, что что-то идет не так. В этом видеофрагменте я стою в вираже с набором высоты. Как только приборная скорость начинает приближаться к оранжевой отметке, самолет начинает сигнализировать о своей неустойчивости.
И вот что бывает, если таковые сигналы игнорировать. Для вывода самолета из падения я не принимал никаких мер, я отпустил ручку джойстика и убрал тягу двигателя. Если сделать это в самом начале сваливания, то есть вероятность того, что самолет, уподобившись дротику, стабилизируется сам. Ну а о способах выхода из неуправляемого и продолжительного штопора можно узнать, например, вот здесь, или найдя информацию об этом самостоятельно, к счастью, ее предостаточно. Этот видеовыпуск стал для меня, пожалуй, самым объемным и медленно строящимся. Я снова благодарю вас всех за ваши комментарии, которые вдохновляют меня на разбор новых тем, за ваше внимание. Желаю вам приятного освоения и кайфа от игры. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте плюсик и приглашаю вас присоединиться к обсуждению в комментариях. Всем большое спасибо, до новых встреч!